Сейчас еду с Феодосии в сторону Судака. Там находится на одном из пляжей около мыса Меганом пароход «Князь Багратион». Я насколько читал, таких пароходов сделано было то ли 4, то ли 6 всего. Еще в царское время, в 1911 году, по-моему. Ну и там у этого парохода такая судьба, что он там долго-долго плавал, там годов до 60-х, наверное, там что-то по Волге ходил, в Астрахани где-то там был и так далее. Потом, ну, когда Крым еще украинский был, его этот пароход, значит, ну, его списали, его выкупил какой-то местный деятель, вот, и перегнали пароход сюда с тем расчетом, чтобы сделать из него, ну, нечто наподобие плавучего ресторана. Сейчас приедем, посмотрим на место, что это вообще. Ни разу не был там. Так только фотки видел. Ну, если удастся, то еще и полазим. Кстати, проехал сейчас заправку. Бензин 95-й, 53,90. Офигеть, 53,90. То есть у нас он получается 48 там с чем-то, да, сейчас в городе. Здесь 53,90. И заметил такую ерунду. Вот несколько раз был в Крыму, и, значит, допустим, там у нас дома там 95-й 30 рублей. Приезжаешь сюда, он там 34, допустим, стоит. Но возвращаешься домой, и ровно через год, ближе к лету, у нас такая же цена, как была здесь год назад. То есть, если сейчас вот 53,90 было на заправке, да, то в Питере, соответственно, через год будем ждать тоже 52-53 рубля. Как-то так вот. Вчера полдня лил дождь, наверное, часов с 10 утра и часов до 5, наверное, вечера. Он так, то начнется, то перестанет, то... Впереди камера на 40. То поморосит. Через 600 метров поверните налево. Блин. То поморосит, то ливнем польет, такой непонятный. И вокруг Феодосии вот все в облаках, вот они кружат прям вот над этой частью полуострова. Там вот, ну, чисто визуально даже, вот в сторону Судака смотрел, там, да, там уже небо так почище, как бы. Тоже облачно, но такие не дождевые облака, не синие, не черные. Вот, 95-й, 54,77, охренеть. Так, нам поворачивать надо, да? Ага. Специально выбрал дорогу такую, чтобы поживописней. По трассе не особо прикольно ехать. Но у нас вот он сейчас вот он ведет, значит, получается через Коктебель. Прямо 31 километр. Да, через Коктебель он нас ведет. Сейчас, значит, тогда через Коктебель поедем. В Коктебеле останавливаться не буду, там делать нечего. Одна единственная бухточка, в которой можно встать с палаткой. И то так себе, скажу я вам, удовольствие. Там на машине не заехать. Ну так, спустя, как бы, закрыв глаза, запускают именно проехать к воде, но чисто разгрузиться. То есть там, чтобы выгрузить вещи и все остальное. Потом машину надо гнать на стоянку, ставить. Ну, с одной стороны, конечно, правильно, облагородили всю эту территорию этой дикой бухты. Тихая бухта, по-моему, называется, насколько помню. Ну, там особо делать нечего, как бы. Так, один раз встать, посмотреть, да, можно. Ничего такого запоминающегося так-то нет. Ну, завод там, естественно, Коктебельский, да, завод. В самом Коктебеле жилье просто космические цены. Там вообще нереально, я не понимаю, за что. Ну, считается вроде как, типа, супер-пупер курортное место, там и все остальное. Что еще вам рассказать? Вам покажу. Начинаются, значит, вот мы едем сейчас, получается, туда направо, в сторону Судака. Там посветлее уже небо. А то, что слева,
Там вот Феодосия, видите, там, да, все в дождевых облаках. Ну, виноградники, стандартная тема. Они здесь везде, где только можно их рассадить. Смонтировал вчера ролик про начало поездки, то есть как я от Питера там ехал. Выложить не удалось по одной простой причине, потому что... Как красиво. Выложить не удалось по той причине, что здесь огромная проблема со связью и с интернетом. Причем и местная симка. Блин, то ловит, то не ловит. Ветер подует, ловит. Ветра нет, перестала ловить. С интернетом вообще геморрой полнейший. Он вроде и есть, пишет там 3G, 4G, но не тянет вообще ничего от слова совсем. Там в контакт заходишь, там приложение на телефоне, у тебя даже картинки не открываются, он виснет, тупит там и все. А Wi-Fi тот, который был там в этом доме, где я снимал номер этот, он тоже нифига не тянет. Блин, вот он показывает, что полностью все нормально, хорошая связь, там все, доступ к интернету. Но он даже страницу Яндекса не открывает. Просто стартовую страницу Яндекса не открывает. Так иногда что-то там, это самое, проглючится, откроет, все. Буквально там 2 клика сделал, все, он опять проседает. И жди, блин, полчаса в море погоды. Прикольно, горы. Но тут тоже особо отвлекаться не стоит, потому что дороги еще те, как бы, хочу вам сказать. Потихоньку что-то делают, да. Там эту Тавриду, понятно, да, сделали, ну, хорошо, то, что как бы теперь разгрузилась большая часть дорог. Но что-то как-то очень медленно восстанавливают все остальное. Тут бывают такие места, что хрен его знает. Тут на БТРе только если ездить. Живописненько. Да, конечно, красиво. Очень красиво. Вот туда вот на самую скалу-то бы забраться. На самый верх-то. Знаменитые ворота. Море, морюшка вон там. А мы сейчас проедем Коктебель насквозь и поедем вот туда тоже по горным дорожкам в сторону Судака. Да. Кстати, море вчера посмотрел. Черное море чистое. Не так, как на Азовском.
Забыл, как называется поселок. На Ж как-то, по-моему. Дома прикольные. Вот такой вот, я понимаю, домик с балкончиком себе. Вышел на балкончик с чашечкой кофе в трусах. Он магазин продовольчий. Заехал, купил плед. В прошлом году в этом же магазине тоже плед покупал. А то как-то холодноватенько. Виноград с поля, с колхозного, ворованный, наверное. А, село Щебетовка называется. Щебетовка, вот. Ползем вверх, уши закладывает. Пошли на спуск, уши закладывает, перепад высот.
Хотел вам показать, как виноград растет. Тут вот все типа охраняется. Блин, интересно, если собака меня увидит, я успею убежать. Вон там он, виноград. Ладно, лезть не будем. Я думаю, еще заснимем. Блин, ветрище, конечно. Будет там еще по дороге много виноградников. Поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Вот, собственно, цель посещения данной точки. Там вот я что-то так и не понял, он здоровенный кусок территории обнесен забором. Что-то, видимо, будут делать. Посудине больше 100 лет. Спуститься бы еще. Там вон лесенка. Даже вход вроде как есть. Блин, и пишут, проход запрещен. Было классно там погулять. Что там вообще? Глянуть хоть. Опа. Там ни полов, ничего. Все сгнило. Да, там лестница заколочена, дверь, замок. Просто так не зайдешь. Всего расписали. Блин, ну конечно, мощь. Мощь. Больше 100 лет пароходу. Обойдем его со всех сторон. Интересно, здесь есть какая-нибудь рыбеха?
никакой рыбехи тут нет. Хопа. Так. Аккуратненько. Блин, все, ночью остаюсь здесь. Там он берег классно, там с палатками стоят, все дела.